Это штат Южная Дакота. Здесь располагается стадо Уинд Кейв, которое состоит из 250-400 свободно пасущихся, легендарных североамериканских животных — бизонов. Это одно из 7 стад на территории США. Животные, в котором свободно перемещаются, а бизоны здесь обладают очень низким содержанием генов домашнего крупного рогатого скота. Это критически важно для сохранения популяции существ, которые были почти полностью истреблены человеком. И все у них здесь было хорошо. Они находились в полной безопасности, размножались и продолжали свой пострадавший род. Однако в 2009 году 23 особям пришлось отправиться далеко на юг, на северные пустынные территории Мексики. Зачем? Как бы это громко ни звучало, исправлять ошибки людей. Сейчас разберемся, что же натворили люди и зачем им понадобилась помощь бизонов. В конце XIX века степи Северной Америки гудели от бесчисленных стад бизонов. Их численность оценивалась примерно в 60 миллионов особей. Однако к середине XIX века промысловая охота ради шкур, мясокомбинаты и политика местных властей привели к катастрофическому падению популяции. К 1870 году осталось примерно 5,5 миллионов животных, а к 1880 году уже не более 400 тысяч. То есть примерно за 80 лет популяция сократилась с 60 миллионов до 395 тысяч особей. Ситуация просто катастрофическая, однако, к большому сожалению, это не было концом. Дальнейший пресс на коренное население, зависевшее от бизонов, и продолжающийся коммерческий отстрел, отчасти подконтрольный правительству, чтобы ослабить племена, довели численность бизонов к 1889 году до рекордно низкого значения всего 541 особь, а к началу XX века в США свободно бродило лишь около 300 бизонов, и их можно было встретить только в нескольких заповедниках и охраняемых зонах. Но ведь бизоны обитали не только на территории современных Соединенных Штатов. Еще легендарные гиганты бродили по северным частям нынешней Мексики. Отличалась ли ситуация от того, что было в США? Нет. Бизонов точно так же истребляли. В колониальной и постколониальной Мексике бизоны стали добычей охотников ради провизии и торговли. Их убивали ради мяса, шкуры и даже языков, которые считались деликатесом и сырьем для ремесел. Эти сведения находят отражение в многочисленных хрониках путешествий, где упоминается регулярная охота на юге Великих Равнин, в районе современного штата Чуауа, часто организуемая экспедициями еще в XVI-XVII веках. К XIX веку охота переросла в настоящую промышленность. Упоминания в газетах 1820-60-х годов свидетельствуют о масштабных загонах стад на плато и последующем массовом отстреле. Серьезную роль сыграли сиболерос, потомки испанских колонистов и тех, кто освоил промысел в Новой Испании. Они занимались отстрелом бизонов ради торговли шкурами и мясом, продвигаясь все дальше на юг вместе с расширением поселений. К 1870 году их промысел уже практически не встречал сопротивления со стороны животных. Популяция была фактически уничтожена. К концу XIX века свободных стад бизонов в Северной Мексике больше не было. Человеческое воздействие и здесь превратилось в катастрофу. Так завершился век величия инженеров степей. И началась эпоха безжизненных пастбищ, где когда-то грохотали копытами миллионы животных. Дополнялось все фрагментацией земельных участков после аграрных реформ XX века, которая раздробила прерии, место, где когда-то обитали бизоны. Появились мелкие ранчо и поля, однако скотоводство оказалось нерентабельным, из-за чего участки земли начали орошать. Это, можно сказать, прямое уничтожение территорий, на которых когда-то обитали бизоны. Так что не было даже надежды на какое-либо возвращение.
И в один момент мексиканцы северных штатов начали замечать, что в отсутствие бизонов местные территории начали меняться. Обширные площади вместо пастбищ стали превращаться в нечто подобное — заросли инвазивных кустарников. Кроме того, в прериях Северной Мексики резко усилилась эрозия. Плотная межгрунтовая корка задерживала воду на поверхности, а ливни вымывали тонкий плодородный слой почвы. Вследствие этого ежегодные потери почвенного горизонта достигали 50 мм, что на протяжении десятилетий уменьшало продуктивность пастбищ и усугубляло их деградацию. Разумеется, пострадало и биоразнообразие. Кроме того, что пропала куча характерных для прелий растений, стали сильнее увядать популяции чернохвостых луговых собачек. Они и так подвергались масштабным гонениям со стороны человека, а исчезновение бизонов добило маленьких существ. Для лучшего понимания приведем вот такой пример. В 1988 году на севере Мексики был обнаружен комплекс колоний этих небольших созданий площадью 55 тысяч гектаров. Согласно исследованиям, из-за комплексного негативного воздействия, включая долгое отсутствие бизонов. Площадь через пару десятков лет стала на 73% меньше, а плотность луговых собачек снизилась со средней в 25 особей на гектар в 1988 году до 2 особей на гектар в 2004. Вместе с луговыми собачками начали исчезать сразу несколько видов как наземных существ, так и птиц. И вот тут-то и понадобились бизоны из Южной Дакоты, о которых мы говорили в самом начале. В 2009 году 23 гиганта прибыли в биосферный заповедник Янос, расположенный на самом севере мексиканского штата Чуауа, туда, где долгие годы территория во всех смыслах деградировала из-за истребления бизонов и другого негативного воздействия со стороны человека. Бизонов выпустили в дикую природу, в те места, которые они когда-то населяли в больших количествах. При этом на 23 особях реинтродукция на севере Мексики не закончилась. С 2009 по 2018 год, благодаря помощи США, количество особей в парке увеличилось до более 200. Все были нацелены на то, чтобы и дальше продолжать увеличивать мексиканскую группу бизонов. Почему? Их возвращение действительно помогает преобразить территории, которые были испорчены человеческим воздействием. Первым делом они ходят. Много ходят. На своих массивных ногах бизоны в поисках пищи могут пройти до 3 километров в день. И все это время они оказывают положительное влияние на поверхность, по которой ходят. Тут можно возразить. Как насчет тех же коров? Почему, когда они топчут, это плохо, а когда бизоны — это хорошо? На это у легендарных животных прерий есть ответ. Коровы — существа, которые приучены к тому, что у них нет никакой угрозы. Да и сотни лет выпаса привели к тому, что эти животные приучались к очень медленной и ленивой ходьбе. Из-за этого они излишне вытаптывают территорию и превращают ее в то, от чего хотелось бы наоборот спастись. Бизоны же являются дикими животными, постоянно ищущими еду, поэтому они практически никогда не стоят на месте, а кочуют. То есть они не топчутся слишком много на одном месте. В итоге движение стада бизонов способствует только дроблению биологической почвенной корки и разрушению плотных конков. Когда идет дождь, вода впитывается в землю, а не утекает в никуда. То есть увеличивается инфильтрация осадков. Также уменьшается поверхностный сток и снижается эрозионное воздействие ливней. Собственно, именно поэтому прелии на севере Мексики и деградировали во многих местах до состояния непроницаемой для воды корки. Там топтались коровы, а бизоны нет. По этой причине возвращение легендарных гигантов способствует восстановлению. Вода — это жизнь для растений. Во множестве мест в Северной Мексике она отсутствовала в нормальном количестве, потому что утекала не туда, куда нужно. Однако, после появления бизонов структура почвы изменилась, а значит, появились подходящие условия для появления флоры.
Дополняется это тем, что бизоны, производят навоз. Можно сказать, перед нами настоящие заводы по производству экскрементов. Взрослый бизон в среднем за день может генерировать от 23 до 27 килограммов навоза. Звучит, конечно, не очень приятно, но зато растения прерии очень рады. Бизон питается только натуральными травяными продуктами, поэтому его навоз — это азот, фосфор, калий и другие элементы, которые любой фермер с радостью закинул бы на свою грядку. Это буквально удобрение, которое еще и не нужно раскидывать. Путешествующие по большой территории бизоны сами справятся с тем, чтобы распределить результаты своей жизнедеятельности в огромных масштабах. И тут следует упомянуть Колорадо. Там провели исследования, взяли пробы почвы в местах, где выпасались бизоны, и сравнили с пробами, взятыми с места, куда не ступало копыто этого млекопитающего. В результате выяснилось, что концентрация доступного азота в почве на участках с бизонами была на 40% выше, то есть бизон стимулирует рост трав и ускоряет круговорот питательных элементов. В комбинации с повышением количества поступающей в почву воды получается, что растения на деградировавшей территории с бизонами восстанавливаются намного лучше. Так, например, согласно другим испытаниям длиной в 30 лет, исследователи получили вывод: бизоны удваивают биоразнообразие растений в прериях. При этом стоит выделить еще один способ воздействия бизонов на территории. Они валяются. В основном бизоны делают это потому, что их постоянно кусают насекомые. Плюс к этому биологи пришли к выводу, что таким образом животное пытается снижать температуру своего тела. Ну и еще некоторые говорят, что перед нами интересная форма игры, способ поддержания сплоченности группы или даже демонстрация доминирования во время брачного сезона. Однако сейчас для нас важно то, что, валяясь, бизон может заселять растениями даже те территории, которые были буквально уничтожены негативным влиянием. Смотрите, пока бизон нахаживает километры по прериям, он вполне может нахватать каких-либо семян на свою кожу и шерсть. Затем он приходит на деградировавшую землю и начинает валяться. Во время этого процесса земля очищается от всех сорняков и других растений, которые способны захватить даже малопригодную почву. Тем временем с бизона падают те самые семена, которые он нахватал во время своего путешествия. Для них место, где валялось животное, идеально подходит для того, чтобы начать рост, так как нет никакой конкуренции. При этом созданные бизонами углубления также могут накапливать воду, даже в самой деградировавшей земле. То есть у растений будет главный ресурс, который нужен для роста. Но дополнительно бизон где-нибудь сгенерирует удобрение, которое снабдит растения питательными элементами. В общем, бизоны знают толк в озеленении ландшафта и увеличении площади зеленого покрова. Кстати, на распространении травяного покрова все не заканчивается. Потому что небольшие ямы с водой и растения — это такие маленькие водно-болотные угодья, а они очень обожаемы различными существами, к примеру, насекомыми или земноводными, которые едят насекомых, а затем могут прийти или прилететь и другие животные. В общем, бизон просто живет, а вокруг все меняется. Также стоит отметить, что инвазивные кустарники, из-за которых прерии перестают быть прериями, уничтожаются бизонами не только потому, что бизоны валяются, но и из-за того, что они едят. Идеально для того, чтобы превратить деградировавшие прерии в то, что было до исчезновения бизонов. В общем, бизон — это существо, способное восстановить даже сильно деградировавший ландшафт, ровно такой, как на севере Мексики в парке Янос. И мексиканцы прекрасно это понимают, поэтому не останавливаются даже после того, как количество бизонов перевалило за 200. Работы по реинтродукции активно продолжаются. При этом в Мексике делают расчет на то, что бизоны — это еще и способ восстановить популяцию других очень важных для прерий существ,
луговых собачек, тех самых небольших грызунов, о которых мы уже сегодня говорили. Смотрите, бизоны поддерживают прерии в неоднородном состоянии. Поели траву в определенных местах, там растительный покров стал коротким. При этом рядом с этими местами трава не тронута, либо бизоны там долго не находились, из-за чего трава выше. Таким образом, огромные площади превращаются в так называемые мозаичные пастбища. Они, в свою очередь, обладают намного большим биоразнообразием, чем территории только с короткой или длинной травой. Есть виды, которым идеально подходит короткая трава. А есть те существа, которым идеально подходит длинная. И все они живут рядом друг с другом, пользуясь преимуществами травы с определенной высотой. Теми, кто обожают короткую траву, являются луговые собачки. Они могут нормально жить только в таких условиях, потому что высокие растения — это преграда, которая не позволяет видеть хищников. Да, луговых собачек истребляли люди, плюс у них множество других врагов, однако исчезновение бизонов и последующее увядание подходящих для них территорий с короткой травой — это тоже серьезная причина снижения популяции. В чем их важность? Для начала луговые собачки роют огромное количество нор. У них есть целые подземные и связанные города, в которых эти маленькие существа проживают. И это не только отличный способ защититься от, но и причина, по которой почва лучше аэрируется и получает больше влаги. Следовательно, луговая собачка после бизона делает прерии еще более плодородными. Активное рытье также влияет на круговорот питательных веществ в почве. Перемешивание почвы способствует декомпозиции органических веществ и высвобождению питательных элементов. Кроме того, продукты жизнедеятельности луговых собачек, точно так же, как и в ситуации с бизонами, обогащают почву азотом и другими элементами. Это может локально повышать плодородие и продуктивность растительности. Логично предположить, что для генерации фекалий луговым собачкам тоже нужно есть. И тут они, как и бизоны, являются идеальными существами для поддержания здоровья прерий. Они едят траву, а значит, вокруг их нор будет постоянно короткая растительность. При этом есть исследования, которые говорят о том, что луговые собачки — это противники инвазивных кустарников. Маленькие грызуны нападают на еще не выросшие растения-вредители, тем самым не позволяя распространяться дальше. Еще один интересный факт. От луговых собачек зависят другие, очень важные для прерий виды. К примеру, черноногий хорек. Между прочим, единственный вид хорьков, обитающий в Северной Америке. Это хищник, поэтому его рацион составляют животные, вернее, одно животное. Те самые луговые собачки. За год одна семья хорьков может съедать около 250 небольших грызунов. А если говорить про рацион в целом, то он на 90% состоит именно из луговых собачек. Более того, хорьки не роют собственные норы, а используют уже существующие жилища луговых собачек для укрытия сна и выведения потомства. Это полная зависимость, которая требует здоровых и больших колоний маленьких грызунов. Если их нет, то хорек просто не может существовать. Собственно, именно из-за истребления бизонов и луговых собачек к 1967 году черноногий хорек был включен в Красную книгу Северной Америки как исчезающий вид, а до 1981 года вообще считалось, что он полностью вымер. Тогда была обнаружена небольшая популяция в Вайоминге, которая показала, что животные все еще живы, но их критически мало в сравнении с теми временами, когда люди еще не начали активно воздействовать на прерии Северной Америки. Сейчас реализуется очень много программ разведения в США, а в 2020 году одного черноногого хорька даже клонировали с использованием генетического материала возрастом 30 лет. Однако все понимают, что без луговых собачек хорьков не будет. Так что восстановление прерий с помощью бизонов на территории заповедника Янос — это шанс еще и для этих маленьких хищников. Кроме того, от луговых собачек зависит еще одно существо. Скажем так,
очень необычное. Это сова, рующая сова. И да, ученые не просто так назвали птицу именно так. Она связана больше с землей, чем с деревьями. Однако сова предпочитает не рыть себе норы, а использовать жилище тех самых луговых собачек. Этого уже достаточно для того, чтобы сказать «нет собачек, нет и сов». Но кроме этого, рацион птиц тоже состоит из луговых собачек. Еще ученым удалось выявить, что колонии луговых собачек создают идеальную среду для охоты роющих сов. Луговые собачки постоянно поддерживают низкую растительность вокруг своих нор, что обеспечивает совам хорошие обзоры и легкий доступ к добыче, в которую входят насекомые, мелкие грызуны, ящерицы и лягушки. И, наконец, роющие совы отлично приспособились к тому, что луговые собачки — это те еще переговорщики, имеющие одну из самых продвинутых систем голосового взаимодействия друг с другом. Совы просто решили, пусть тогда луговые собачки работают как сигнализация. Птица слышит, что маленькие грызуны паникуют, и понимает, пора улетать, потому что идет кто-то опасный. Так что жизнь этих пернатых плотно завязана на луговых собачках. Сокращение численности грызунов ведет к такому же сокращению популяции роющих сов. Что у нас получается в итоге? Бизоны. Огромные копытные, которые поддерживают в нормальном состоянии прерии. От этого зависят небольшие, но очень умные грызуны — луговые собачки. В свою очередь от этих существ зависят хорьки и совы, плюс еще множество видов, о которых мы сегодня не сказали. Нет бизонов, нет жизни сразу для множества других животных. По цепочке могут исчезнуть буквально все виды. А реинтродукция легендарных существ — это шанс исправить ошибки прошлого и вернуть всю цепочку животных обратно в прерии. Так что экологи и все, кто занимается реинтродукцией бизонов в Северной Мексике, определенно идут в правильном направлении. Только так можно полностью восстановить самые знаменитые территории Северной Америки.